Продолжаем строить печку для пиццы. Была собрана вот такая опалубка для утепляющего слоя под сам под в печи. Заливалась она керамзитом с цементно-песчаной смесью. Далее на сухую я выложил под, как будут кирпичи лежать, то есть примерил, посмотрел, чтобы потом было просто их проще отпилить и все уже собрать по месту на раствор. Вот такая площадка у меня получилась. Использовал я вот такую огнеупорную смесь боровичи. С глиной я решил не запариваться, то есть это надо было куда-то ехать искать глину, разводить, бодяжить ее, то есть чтобы она стояла несколько там дней, размыкала. Далее есть небольшая хитрость складки кирпичей пода. Раствор кладем только под них. Между кирпичами ничего класть не нужно. Они плотно прижимаются стенками друг к другу, тем самым создавая единую неподвижную площадку. Смесь кладем под кирпич и, прижимая к соседним кирпичам, потихонечку опускаем его вниз. И смотрим, чтобы на стенках не было ни песка и ни смеси. Тогда кирпичи будут лежать плотно друг к другу, что нам и нужно. Далее вокруг всего этого пространства еще была собрана вот такая опалубка для заливки уже окончательного основания для печи. Использовал я вот такие электроды, очень хорошие электроды итальянские. Очень хороший получается ровный шов, красивый. Не чернина, а вот такой вот блестящий шов получается. А калина сама откалывается, когда место сварки остывает. Очень рекомендую. То есть и какую-то, если там мебель конструируете интересную такую из металла, дерева, вот, очень хорошо, то есть будет смотреться. Можно даже в некоторых местах и не полировать. Вот такая палубка получилась в итоге. 1,40 на 1,40 м, по-моему. Монтировал я также уголки вот такие, чтобы привязаться как-то потом, то есть сделать для печи крышу, так как печка это будет стоять на улице. Далее также я напилил половинки кирпичей и на сухую выложил первый ряд. Потом была собрана вот такая конструкция, шаблон для выкладывания свода купола. Очень советую тоже, то есть упрощает работу в разы. То есть и кирпичи, верхние ряды, они то есть лежат, опираются вот на эти вот полоски и не падают. Конструкция разборная, естественно, чтобы можно было потом все легко это вынуть из печи, когда уже все застынет. Первый ряд я почти выложил. Углы подпиливать я вот так не стал. Ни к чему это, решил вот смесью забить.
третий ряд кладу, уже пошло посложнее, так как кирпичи начали менять углы, закругляться, то есть сводиться к середине, кверху. И чем выше, тем это все сложнее. То есть я подпиливал уголки со всех 4 сторон, то есть пришлось повозиться изрядно. Но сама печь у меня получилась так, что кирпичики, то есть плотно прилегают друг к другу. То есть не смесью забито пространство, а именно вот кирпичи плотно лежат. То есть мне вот это больше всего порадовало, так как вверху больше всего будет нагрев производиться пламенем. Также решил я сделать поддув. В этих печах, да, не делают поддув. Здесь вроде как служит поддув сама труба и как бы вход в печку. В любом случае его можно будет спилить, заглушить. Глушить он будет, чем его потом не будет. Будет плохая погода, давление другое в атмосфере и хреново разжигаться будет. Вот он там, можно видеть. Вот он там аккуратненько его так сделал. Сзади углубил чуть-чуть, если что, чтобы замазать. Так, пришлось немного выход сломать. Не учел я, не то что я не учел, а если в этой печке готовится чисто пицца, да, выход прямой. То есть так как она и жарится, готовится с открытой крышкой. Вот. А если в этой печке будет там печься хлеб, то есть она будет стоять там в закрытом виде, закрытой крышкой, там час-два, сколько я не знаю, чтобы тепло не уходило, нужно делать вот такой вот выступ, чтобы крышка, дверца упиралась, вот, из боков, то есть и сверху арка была ниже опущена, вот, и тепло, то есть сохранялось, и перекрывала трубу. Кладу марку, запарился, я вот так срезал кирпичи, арки задние, вот, чтобы верхние ряды круговые, то есть легли ровно и проблем будет меньше при стыковке. Также я сделал такие 4 шаблона для замерки углов, чтобы легче было подогнать кирпичи, углы разных градусов. Вот, допустим, сюда нам нужно кирпич подогнать. Следующий, да? Смотрим. Хоп, не подходит, да? Следующий. Оп, вот это уже подходит. То есть рекомендую сделать, очень удобные штуки. Сразу потом на кирпич кладете и чертите и пилите. Идет ряд над аркой. Так вот приходится изворачиваться, то есть подпиливать. Довольно геморройное занятие, потому что вот радиус верхний, он, сама арка, она, то есть не за радиусом, то есть свода купола, а
как бы в него врезается, и приходится вот так вот приходится куролесить. Кладка на этапе завершения, почти еще не все, но уже скоро-скоро. Свод заканчиваю и вторую арку выложу, и все. И будут другие уже работы производиться по утеплению. Пилю двумя болгарками, маленькой болгаркой. Пошел второй диск уже. Это то есть какие-то маленькие углы, какие-то где-то стыки. Вот, если целый кирпич, пилю 2-киловаттной болгаркой. Вот можно видеть верхние ряды кирпичей, то есть они уже не держатся, они падают как бы вниз. Вот, и я вот такими палочками распирал. И также мой шаблон очень помог. Так, вынимаем внутренности. Арку вынул я. Теперь последние штрихи купола. Красавец. Ромашка. Вот так вот получилось тут внутри все. Вроде неплохо. Ровненько, свод ровный. И вот сейчас осталось заложить центр, верхушку. Идет первая растопка. Даже не первая, это, по-моему, уже вторая, потому что первую я топил чисто сеном. Много-много сена, то есть потихоньку растапливал, разгонял. Ребят, не пытайтесь печку вообще сразу закинуть кучу дров, потому что все потрескается. Пятую протопку я делаю. Уже такие небольшие полежки лежат. Вот, четвертая, третья, вторая протопка топилась щепками. Каждый раз увеличиваю их килограммы. Вот, сегодня я положил уже полежечки. Также была собрана вторая арка, то есть и видно вот выход для трубы. Трубу в этом году я сделать не успел, пришли холода, в следующем году проект будет продолжен. И вот можно видеть, в общем-то, ради чего все и делалось. Пицца с белыми грибами, сыром моцарелла и томатами. Пицца нереально вкусная, то есть отличается от той, что в духовке, естественно, не зря итальянцы так запариваются. Подписывайтесь на канал, следите за проектом. В следующем году я продолжу работу по утеплению печки, то есть буду делать трубу и завершающие работы какие-то производить. Ну и естественно, то есть мы приготовим пиццу уже в реальности поэтапно. Будет рецепт, отдельный рецепт. Все, всем пока.